Не делай никакого зла, чти и совершай всякое благо, храни в чистоте свой ум. Это учение пробужденного. Дхаммапада, сборник изречений Будды. С первой искры пробуждения сознания в человечестве, в блужданиях и исканиях духовного роста, имело оно неведомых, но самых близких друзей, которые всегда стояли и стоят на вечном дозоре. В едином великом учении, старом как мир, но вечно новом в понимании жизни, великие учителя и их посланные приносят на землю заветы знания, исходящие из единого источника света. Среди этих посланников света есть те, кто стоит на неизмеримой высоте духовной лестницы. Пройдя путь до высших высот духа и стоя на пороге нирваны, то есть полного слияния с божественным светом, отказались они от вечного блаженства, чтобы оставаться рядом с сострадающим человечеством. Учителями сострадания, спасителями мира названы они в писаниях древности. Мы знаем их как государственных реформаторов, основателей религий, философских школ, воплощавшихся во всех расах и народностях на пороге каждого нового сдвига сознания, каждого нового поворота в истории. Подобно молнии, ярко сверкающей на фоне вечерних сумерек, появлялись эти великие духовные личности, чтобы рассеять искрами высшей мудрости скопившуюся тьму и дать новый импульс для эволюции. Именно в таком состоянии затмения находился народ Индии 2500 лет назад. Застывшая система каст, суеверия, идолопоклонство, жертвоприношения, нищета населения, роскошная жизнь священнослужителей браминов, приписывающих себе исключительное право на общение с Высшим. Общество требовало коренных изменений и ответов на вопросы, которые прежние учения дать не могли. И тогда пришел тот, кого Агни-йога называет величайшим наравне с другим учителем – Христом. Будда, называемый благословенным, принес учение простое по изложению и великое по содержанию, равное по красоте космосу. Так писала о нем Елена Ивановна Рерих в своем труде «Основы буддизма». В Агни-йоге сказано: спросят, кто больше, Христос или Будда? Отвечайте: невозможно измерить дальние миры, можем лишь восхищаться их сиянием. Луч Христа также питает землю, как и радуга Будды несет утверждение закона жизни. Воспитанный в роскоши и утонченности царевич Сиддхартха Гаутама, так звали того, кто впоследствии станет Буддою, пробужденным, ни в чем не знал нужды. Он жил в благоденствии и благополучии, в окружении любимых людей, отца, жены, сына. Но того, чей дух огненный, не может удовлетворить личное счастье. Сердце его отзывалось на каждое человеческое горе, и ум его, созерцая непостоянство и скоротечность всего существующего, не ведал покоя. Он томился в роскошных помещениях своего дворца и в страдании восклицал: «Мир полон невежества и страдания. Нет никого, кто бы мог исцелить недуги существования». Не в силах более выносить мучившие его вопросы об избавлении человечества от страданий, царевич покидает свой дворец, чтобы найти путь спасения и просветить мир истиной. Из основ буддизма. Его конь был оседлан, и, найдя врата дворца широко открытыми, он направил коня в тишину ночи. Так царевич Сиддхартха отрекся от земных наслаждений, отказался от своего царства, порвал все связи и вступил на путь бездомия. Пройдя путь отшельника и аскета,
Постигая мудрость у различных учителей, Готама достиг озарения, и проблема, мучившая его многие годы, нашла разрешение. Размышляя от причины к причине, он дошел до источника зла. Существование есть страдание, ибо в нем заключены старость, смерть и 1000 страданий. Я страдаю, потому что я рожден. Я рожден, потому что принадлежу миру бытия. Я рождаюсь, потому что я питаю в себе существование. Я питаю его, ибо я имею желание. У меня есть желание, ибо я имею чувствование. Я чувствую, ибо я соприкасаюсь с внешним миром. Это соприкосновение производится действием моих чувств. Мои чувства проявляются, ибо как личность я противоставляю себя безличному. Я личность, ибо я имею сознание, пропитанное сознанием этой личности. Это сознание создалось вследствие моих прежних существований. Эти существования омрачили мое сознание, ибо я не знал. Итак, источник и первопричина всех бедствий человечества в омраченности, в невежестве. Будда утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценным, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным – знанием тайны человеческого бытия и судьбы. Свет, который мог рассеять эту тьму и избавить от страдания, был явлен Готамой Буддою как знание 4 благородных истин. Страдания воплощенного бытия, проистекающие из постоянно возобновляющихся рождений и смертей. Причина этих страданий – омраченность, жажда самоудовлетворения в земных присвоениях, влекущих за собой повторное, несовершенное бытие. Прекращение страданий заключается в достижении состояния просветленного вмещения. Путь к прекращению этих страданий – усиление элементов, направленных на совершенствование, чтобы уничтожить причины бытия на земле и приблизиться к великой истине. Путь к этой истине был разделен Буддой на 8 ступеней: правильное распознавание, причины и последствия, правильное мышление, правильная речь, правильное действие, правильная жизнь, правильный труд, правильная бдительность и самодисциплина, правильное сосредоточение. Человек, проводящий в жизнь эти положения, освобождается от страданий земного бытия, являющихся следствием невежества, желаний и вожделений. И со временем, пройдя множество воплощений, в результате упорного труда над собой он достигает нирваны, то есть полного развития всех возможностей, заложенных в человеческом организме. Будда учил, что познавать и творить благо нужно независимо от целей достижения нирваны, ибо в противном случае это было бы невежеством самости, абсолютным эгоизмом. Сказано: нирвана есть синоним бескорыстия, полный отказ от всего личного во имя истины. Творить добро с целью получения результатов или же вести дисциплинированную жизнь для достижения освобождения не есть благородный путь, завещанный Готамой Буддой. Без мысли о каких-либо вознаграждениях и достижениях должна быть пройдена жизнь, и такая жизнь есть наивеличайшая. Для того, чтобы осмысленно двигаться по пути освобождения, необходимо знать законы, согласно которым устроено мироздание, и применять их в жизни. И Будда простым, доступным языком в беседах, подкрепляемых притчами, знакомил с ними учеников, пояснял их суть. И один из главных –
это закон кармы. Будда говорил: «Я не учу ничему другому, как только карме». Карма есть воздействие последствия совершенного человеком выявления делом, словом или мыслью. Карма есть причинность, действующая в моральном так же, как и в физическом и других планах. Человек рождается согласно тому, что он создал. Поступки устанавливают различия в состояниях низменных и превосходных. Так каждый человек действием безошибочной кармы получает в точной мере все должное им заслуженное, не более и не менее, ибо закон не приложен, и от воздействия его укрыться невозможно. Ни одно благое либо злое действие, как бы пустяшно оно не было, как бы тайно не содеяно, не минует точно уравновешенных весов кармы. Что человек посеял, то он и пожнет. Притча. Один безумец, услышав, что Будда соблюдал принцип великой любви платить добром за зло, пришел к нему и начал поносить его. Будда хранил молчание, жалея его безумие. Когда же безумец кончил свои поношения, Будда спросил его: «Сын мой, если человек отказывается принять дар, кому он принадлежит?» И тот отвечал: «В таком случае он будет принадлежать человеку, предложившему его». «Сын мой, ты поносил меня сейчас, но я отказываюсь принять твои оскорбления и прошу тебя оставить их при себе. Не будет ли это источником горя для тебя? Как эхо принадлежит звуку и как тень предмету, так же непреложно бедствие настигнет содеявшего зло». Для искоренения последствий злых поступков необходимо осознание неправедного деяния и совершение благих действий. Будда говорил: если содеявший зло человек осознает свою ошибку, раскается и будет делать добро, сила наказания истощится постепенно, подобно болезни, постепенно теряющей свое губительное воздействие по мере испарины больного. Главной движущей силой кармы Будда указывал мысль. Он говорил: «То, что я называю кармой, есть лишь мысль, ибо, поразмыслив, человек действует телом, словом и разумом. Карма создается мышлением. Именно мышление придает человеку моральную ценность, изменяемыми поступками в ту или иную сторону». Из 3 видов действия, говорил Будда, наиболее губительное не слово, не телесный поступок, но мысль, ибо все совершается мыслью. С момента возникновения решения зла человек уже виновен, выявлено оно или нет. И страдания сопутствуют ему, как колесо следует за копытом животного, которое тащит повозку. Если человек говорит или действует с благою мыслью, счастье следует за ним, как никогда не покидающая его тень. Изменение качества мышления может изменить карму и освободить человека от вращения в круге страданий. А для этого необходим длительный упорный труд над своими внутренними качествами. Потому сказано: воля и энергия – властители кармы. Будда говорил: как лучник выпрямляет свою стрелу, так мудрый человек выправляет свой изменчивый и шаткий ум, которым трудно охранить, которым трудно руководить. Основой, помогающей изменить сознание, Будда называл дисциплину. И в первую очередь это была дисциплина внутренняя, дисциплина духа. Будда не устанавливал слишком много правил. Он требовал, чтобы ученик проявлял личную сознательную энергию, самодисциплину для обуздания беспорядочных чувств и мыслей, развивая непоколебимую волю. И только когда ученик овладевал своими чувствованиями, только тогда учитель приоткрывал завесу знаний и давал задачу.
из Агни-йоги. При поступлении в созданную Буддой общину ученик первые годы нес тяжелое послушание. Ему воспрещалось убивать себя упражнениями столпника, но предписывалось вести битву единым началом духа. Все правила в общине стремились оградить и сохранить полную самостоятельность ученика. Общинник обязан был соблюдать простоту и пристойность, но так как нет преимущества в том, чем питаться или во что одеться, то Будда предоставил ученикам известную свободу. Несколько общинников просили Будду установить для учеников более строгую дисциплину и запретить употребление мяса и рыбы. Будда отказал в этой просьбе, сказав, что каждый свободен применять эти меры на себе, но нельзя применять их в обязательство для всех. Сострадание указывается Буддой как одно из основных качеств, развитие которого ведет к пробуждению духа и открывает путь к нирване. Сострадание – это желание, чтобы другие были свободны от страданий. Оно неразрывно связано с любовью и проявляется в действии. Из буддийских писаний. Все способы, ведущие к достижению воздаяния в этой жизни, не стоят и 1/16 доли любви, освобождающей ум. Она вмещает в себе все, сияя, сверкая и излучая. Бессмертие может быть достигнуто лишь постоянными добрыми делами, и совершенство достигается лишь через сострадание и милосердие. Милосердный человек нашел путь к спасению. Он тот, кто посадил росток и тем самым обеспечил тень, цветы и плоды на будущие лета. Именно таково следствие милосердия. Такова радость того, кто помогает тем, кто нуждается в помощи. Именно такова великая нирвана. Вражду и зло невозможно победить ненавистью. Наполняя пространство мыслями благими, любовью, добром, состраданием, радостью, мы создаем тот поток позитивной энергии, в свете которого тьма рассеивается. Будда завещал своим ученикам: что бы ни говорили люди о вас, будь то справедливо или несправедливо, учтиво или неучтиво, умно или глупо, с добротою или со злобою, ваш ум должен оставаться чистым, незапятнанным. Также и злое слово не должно исходить из ваших уст. Добрыми и сострадательными должны вы пребывать, сердцем любящими и не таить себе в ненависти. Окружите такого человека непрекращающимся потоком любвеобильной мысли и, продолжая от него, наполните весь мир постоянными мыслями любвеобильной доброты, мыслями широкими, растущими и неизмеримыми, как мир, свободными от ненависти, свободными от злобы. Отказ от собственности, вмещение пар противоположностей, срединный путь, мужество, бесстрашие, сосредоточение, ценность труда, достоинство человеческой личности вне классов и внешних отличий, сотрудничество. Много еще законов и понятий разъяснил Будда на протяжении своего многолетнего служения людям. Разобрать их глубинный смысл понадобится не одна программа. Сегодня завершить рассказ об основах, преподанных учителем Буддой, мы хотим принципом, на который он неоднократно указывал. Он говорил, что Будда – это не есть имя, но означает состояние ума, достигшего высшей точки развития, овладевшего совершенным знанием, мудростью. И этого состояния просветления может достичь каждый человек, и он
Гаутама – личный пример того, что это возможно. Своей жизнью он указал верный путь желающим идти по пути освобождения от страданий. Ибо поступки его, нравственное и духовное совершенство, личный труд свидетельствуют об истинности проповедуемого им учения. Учение терпимости и свободы, сострадания и милосердия, любви и самопожертвования. И гимном признательности звучат пророческие слова, сказанные Еленой Петровной Блаватской о великом учителе Будде. Если бы большинство человечества приняло этот простой, гуманный и философский кодекс каждодневной жизни, оставленный нам величайшим человеком-реформатором из всех когда-либо известных, то поистине эра блаженства и мира расцвела бы над человечеством.